Всем привет, ребята! И не поверите, сегодня мы снова обсуждаем обновление, которое наконец-то у нас вышло в игре. Да-да, речь идет про обновление за 17 августа. Если я посмотрю на канал, то, если не ошибаюсь, это уже четвертое видео, которое выпускаю по этому обновлению. Но тут уж, ребята, извините. Моя задача предоставлять вам актуальную информацию. А разработчики за последнее время настолько часто меняли детали обновления по определенным причинам, что без новых роликов просто так не обойтись. Все мы помним про бойкот, про различные разногласия в обновлении, но оно наконец-то вышло с определенными изменениями, про которые мы уже говорили с вами. Так что давайте без лишних слов, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и давайте начинать. Обновление наконец-то вышло, многие его ждали, и здесь есть действительно что обсудить с вами. Но сегодня мы не будем разбирать абсолютно все пункты обновления. Мы уже неоднократно проходились по ним в предыдущих роликах. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на основных моментах, которые действительно будут важны для большинства игроков. Итак, первое обновление – это новая эпоха Кристалла Огня. Когда ваша топка достигнет первого уровня Кристалла Огня, ваш город официально вступает в эпоху Кристалла Огня. И здесь у нас появляется новая функция – станция желаний. Как нам рассказывали разработчики, старый почтовый ящик превращается в станцию желаний, где выжившие могут делиться своими надеждами на лучшее будущее. По мере повышения уровня топки и выполнения необходимых желаний будут открываться новые желания. За выполнение этих желаний мы с вами будем получать печати желаний, за которые в дальнейшем можно будет приобретать эксклюзивные материалы для строительства будущих развлекательных зданий в магазине желаний. Одновременно с развитием города функция приказов губернатора также переходит в новую фазу. Некоторые старые приказы губернатора будут удалены после начала эпохи Кристалла Огня, а вместо них появятся новые приказы, о которых мы с вами уже говорили в предыдущих роликах. Ну а теперь давайте посмотрим непосредственно на то, что мы уже получили сегодня. Я уже, кстати, самостоятельно зашел в станцию желаний и выполнил 3 первых задания. Думаю, многие из вас сделали то же самое. Сегодня необходимо было выполнить достаточно простые задачи. Улучшить 8 бараков до первого уровня Кристалла Огня, улучшить кухню, а также улучшить больницу. Причем никаких дополнительных ресурсов для этого не потребовалось. И это хорошо, честно говоря. Кристаллов огня у меня сейчас практически нет. Я их сегодня все уже обменял. За выполнение заданий мы с вами получали различные награды, в том числе и печати желаний. Но обратите внимание на один интересный момент. Сейчас прямо написано, что для использования этих печатей необходимо достигнуть 3-го уровня Кристалла Огня и открыть желание задания пекарни. То есть пока что мы не можем полноценно понять, для чего именно нам понадобятся эти печати и какие возможности они откроют. А узнаем, как я понимаю, мы это уже послезавтра, так как завтра нас уже ожидает следующее желание, которое откроется через 16 часов. И для его выполнения потребуется 2-й уровень Кристалла Огня. Поэтому, если я правильно понимаю логику разработчиков, более подробную информацию по этой системе, а именно в разрезе печати желаний, мы с вами сможем получить только послезавтра, когда откроется 3-й уровень Кристалла Огня в рамках этого события. Помимо этого, мы с вами будем получать ежедневные награды за индекс развития. Индекс развития – это важный показатель прогресса вашего города в эпоху Кристалла Огня. Улучшение зданий и строительство новых развлекательных заведений будет повышать этот показатель. И, ребята, честно говоря, мне кажется, что большинство игроков, у которых уже хотя бы есть 3-й уровень Кристалла Огня, или выше, я имею в виду в разрезе топки, смогут достаточно быстро выйти на максимальный индекс развития. А это значит, смогут получать и максимальное количество ежедневных наград, включая те самые печати желаний. По сути, эта система немного напоминает тот самый раздел с общественным мнением, если я правильно помню его название. Там мы тоже выполняли определенные задания и получали небольшие награды. Алмазы, ключи и что-то подобное. Теперь, судя по всему, разработчики решили сделать похожую систему, но уже в рамках эпохи Кристалла Огня. И самое для нас интересное, что же именно мы сможем приобрести за печати желаний и насколько ценными окажутся эти награды. И, к сожалению, мы узнаем это только после открытия следующих уровней. Так что нам остается только немного подождать. Ну а на этом по станции желаний, думаю, все понятно. Касательно приказов губернатора, думаю, необходимо проходить задания, и тогда они у нас обновятся. Так что, наверное, необходимо тоже подождать тут пару дней. Давайте перейдем к следующему важному пункту обновления. У нас с вами появился новый игровой режим, который называется «Бесконечное испытание». В тундре у нас появился новый босс – Вульфгар Ветрогон, вождь варваров с далекого севера. Наша задача с вами максимально простая – наносить ему урон и за это получать различные награды. Награды у нас есть как за ежедневное выполнение атак, так и за ежедневный рейтинг. Каждый губернатор может проводить до 30 одиночных атак в день. При этом собирать рейд на Ветрогона нельзя. Рейтинг система будет рассчитывать ежедневно ваш рейтинг, основываясь на максимальном количестве урона,
которое губернатор нанес в разрезе одного удара в течение этого дня. И давайте с вами еще раз вернемся в меню события, потому что здесь есть несколько моментов, которые уже неоднократно обсуждались, точнее задавались вопросы в нашем чате телеграм-канала. Так, ребята, при атаке на Ветрогона не действуют следующие бонусы. Это бонус города, позиции государства, навыки президента и титулы драконьего тирана. При атаках на Ветрогона навыки питомцев действуют по умолчанию. Соответственно, атаковать его вы можете не в зависимости от того, активировали вы питомцев или нет. Можете делать это в любой момент. Формации на Ветрогона поставить нельзя. Поэтому здесь все максимально просто. Заходим и наносим урон основными тремя вашими героями. Главное не забывать делать свои ежедневные атаки и забирать награды, которые находятся в данном меню. А награды здесь на самом деле неплохие, в том числе и шестеренки за ежедневный рейтинг. Помимо этого, мы же с вами получаем награды, которые сейчас заберу вместе с вами. На самом деле солидная прибавка у меня вышла. У меня нанесенный урон это 10 миллиардов 219 миллионов урона. Теперь для того, чтобы получить следующую награду, мне необходимо нанести 10 миллиардов 250 миллионов урона. И за это получить следующие бонусные награды. Ребята, механика, я думаю, всем прекрасно ясна. На сегодняшний день максимальный урон по Ветрогону составляет 20 миллиардов урона. Поэтому наша с вами цель постараться добраться именно до этой отметки. В любом случае, даже если вы не достигаете максимального показателя, вы просто наносите урон и за это получаете награды. Здорово ли это? Я считаю, что да. Довольно-таки прикольная механика. Мы получаем первоначальные награды, которые действительно классные, а также на ежедневной основе небольшое количество бонусов, в том числе алмазов и шестеренок. Даже если вы просто попадете в рейтинг топ-10, пара дополнительных шестеренок вам точно не будет лишней. Так что здесь разработчики, на мой взгляд, сделали достаточно неплохую систему. И теперь давайте идем дальше. Теперь переходим к тому, что мы с вами долгое время не могли до конца понять. Что же такое разработчики нам пытались объяснить в обновлении. Так, разработчики нам анонсировали новое выгодное событие. И первое из них – это испытание повышения героя. Во время события губернаторы могут зарабатывать очки, повышая соответствующих героев. Это, как я понимаю, в разрезе нового поколения, в котором вы сейчас играете. Достигайте определенных целей по очкам и получайте награды за каждый этап. Кроме того, можно открыть донатную опцию «Звезды битвы», чтобы получить еще более ценные награды. И здесь уже начинается самое интересное. Также есть похожая механика, связанная с эксклюзивным снаряжением, которая называется ковка эксклюзивного снаряжения. Во время события губернаторы могут зарабатывать очки, развивая эксклюзивное снаряжение героев нового поколения. Достигайте определенных целей по очкам, получайте награды за этапы. А если открыть кузницу чемпионов, можно получить еще более ценные награды. И вот здесь, ребята, давайте посмотрим, что именно мы с вами можем получать. У нас с вами есть промежуточные награды. Если мы улучшаем уровень виджета определенного героя, то получаем дополнительные очки. Например, у меня сейчас 25 из 50 очков. Наша задача улучшать виджеты 3 новых героев в рамках вашего поколения. За это открывать дополнительные награды. И здесь уже появляется достаточно интересная система с платными наградами. Допустим, сейчас за пакет стоимостью в $10 я могу получить награды, которые находятся в нижней части. Но если я максимально улучшу виджеты 3 героев нового поколения, то смогу получать уже награды, расположенные сверху. Соответственно, для китов это может быть достаточно интересной опцией. Но будет ли меняться стоимость такого пакета в зависимости от количества улучшенных героев, это пока остается вопросом. Надо будет отдельно пообщаться с ребятами, которые активно донатят, и уже на практике посмотреть, как эта система работает. В любом случае, пакет я считаю выгодным. Тем более, если вы качаете 2 героев и выше, я бы также советовал вам обратить внимание на данный набор. В целом, если вы развиваете хотя бы 2 героев, что по виджетам, что по звездам, я считаю, что в рамках одного поколения этот набор вполне может быть обязателен в покупке. Потому что награды здесь действительно неплохие. Как я говорил уже ранее, для получения наград необходимо улучшать виджеты и звезды героев в рамках вашего поколения. По такому же принципу работает и испытание повышения героя. Мы с вами улучшаем героев, получаем очки и зарабатываем соответствующие награды. То же самое касается звезд и рейтинга героев. И тут, честно сказать, по поводу тактики прохождения данных мероприятий, я немного задумался про прохождение двухдневных событий, а именно приоритет использования ресурсов. В этом поколении я планирую брать героя из зала героев и героя с колеса фортуны. И не хотел я брать героя из мероприятия Король Ледяного поля. Но все-таки с учетом обновления, я думаю, необходимо хотя бы раз в поколении участвовать в данном событии и стараться занять хотя бы первое, либо второе место. Зачем это необходимо? Чтобы открыть 3-го героя хотя бы на 4 звезды. И после этого уже получить возможность приобрести данный пакет с улучшенными наградами. Но опять же, ребята, необходимо высчитывать коэффициенты,
как правильно работают данные донатные опции, я не могу так быстро вам высчитать. Необходимо, думаю, определенное количество времени. Как только я буду владеть более детальной информацией, я поделюсь с вами ссылкой, либо, если мы с ребятами это сделаем самостоятельно, выложу это обязательно в своем телеграм-канале. Вне зависимости от пакетов, что в первом, что во втором варианте, действительно классные награды. Но хотелось бы получать по максимуму, а для этого необходимо улучшать героев. Ну вот интересно, я же говорю, вам было бы посмотреть, как будет работать система доната, если мы будем улучшать двух героев на 5 звезд и хотя бы по виджету 6 уровня. Вот лично в среднем у меня идет улучшение в разрезе одного героя в течение поколения. Но опять же, ребята, необходимо время, думаю, через несколько часов, либо через несколько дней я вам предоставлю информацию касательно донатных опций в этом магазине и как необходимо их улучшать. Да, и все-таки, как я говорил ранее, необходимо будет все-таки участвовать в мероприятии «Король льняного поля», хотя бы для того, чтобы попасть в рейтинг топ-3. Помимо этого у нас появляются небольшие наборы. Например, за $1 мы с вами можем получить определенное количество виджетов, либо фрагментов героя. И вот эти пакеты мне, честно сказать, очень нравятся. Ну, касательно пакетов с фрагментами героев нет, а вот касательно виджетов, да, действительно прикольная донатная опция. Мы с вами делаем минимальный донат, а взамен мы получаем ресурс, который в этой игре действительно очень нужен. Виджеты действительно важный ресурс. Фрагменты героев не так выгодны, мы их и так можем собрать. А вот виджеты прям порадовали по цене. Единственное, что хотелось бы теперь понять, если мы покупаем набор за $1, сможем ли после этого мы приобрести следующий набор, например, за 2 или $5, и получить уже большее количество виджетов. Если система работает именно по такому принципу, то это действительно довольно-таки интересное предложение. В целом, наборы именно в разрезе эксклюзивного снаряжения выглядят неплохо. Особенно для тех игроков, которые развивают сразу 3 героев. Бонусы здесь действительно могут быть очень приятными касательно вложений ваших. Ну и помимо этого не забывайте про данные награды, которые находятся сверху. Действительно, они очень классные. Так, ребята, теперь давайте перейдем к оптимизации. Разработчики нам выпустили, если не ошибаюсь, 31 пункт обновления. Мы не будем их снова с вами сейчас прочитывать, потому что мы уже делали это с вами неоднократно. Я, по своему мнению, выбрал самые важные пункты обновления, которые необходимо с вами обсудить, и мы сейчас с вами начнем. Итак, первое. Разработчики оптимизировали функцию обзора. В левой части панели обзора в игре появилась новая вкладка «Ежедневные». Я уже успел с ней ознакомиться, и, честно говоря, мне эта функция очень нравится. Почему? Потому что у нас снизу написано «Скрыть после завершения миссии» все свои ежедневные задачи. Если мы их нажимаем, то видим, что есть определенные изменения. Соответственно, когда мы выполняем определенные ежедневные задачи, они просто исчезают из этого списка. Конечно, не все задания. Например, взнос в альянс, сбор сущности и некоторые другие пункты остаются тут на постоянной основе. Но теперь основные обязательные ежедневные задания мы с вами можем видеть прямо в этом меню. Выполнили, задание пропало. Вот, например, я выполнил уже задание в лаборатории кристаллов. И как видите, оно у меня исчезло. И сейчас пошел таймер, который закончится к рестарту. То есть теперь эта функция будет снова доступна после рестарта. В целом, ребята, очень удобно. Конечно, к новому функционалу еще необходимо будет привыкнуть. Но сама идея мне нравится. Теперь давайте перейдем к тому, что, собственно, долгое время было одним из самых главных вопросов перед выходом этого обновления. У нас с вами появились новые уровни снаряжения и талисманов губернатора. Заходим в соответствующее меню и видим, что теперь снаряжение губернатора 5 и 6 уровня выглядят следующим образом. Новые уровни снаряжения губернатора появляются с появлением героев 6 поколения. По аналогичной системе, когда прогресс государства откроет героев 8 поколения, будут добавлены талисманы 17 и 18 уровня. Причем на каждом из этих уровней будет уже по 9 подэтапов. Например, сейчас у меня на 10 уровне талисманов идет 4 этапа, на 11 уровне талисманов 5, а в дальнейшем, когда мы дойдем до 17 или 18 уровня, ну, надеюсь, там через пару лет, потребуется пройти уже 9 подэтапов. Следующее изменение – это оптимизация снаряжения героев. И здесь речь идет непосредственно о камнях эссенции. Сейчас я вам покажу, что имеется в виду. Как вы видите, у нас появились отдельные подразделы. Раньше улучшение мастерства происходило одним большим уровнем, а теперь оно разделено на несколько подэтапов. При этом важный момент – общая стоимость мастерства кузнеца не изменится. Я имею в виду в разрезе камней эссенции. То есть разработчики просто разделили один большой этап на несколько небольших. И, ребята, на самом деле это очень удобно. Я уже видел комментарии в духе «Ой, теперь придется долго это все кликать». Нет. Наоборот, я думаю, теперь даже можно будет пересмотреть некоторые планы по мобилизации. Особенно у тех, кто совмещает ее с двухдневными событиями. Раньше мы могли единоразово потратить по 100 или даже 120 камней эссенции, чтобы закрыть одну миссию мобилизации. А это, честно говоря, довольно-таки затратно. А теперь мы можем использовать небольшое количество камней эссенции, например, 24,
и закрыть определенные подэтапы. И вам теперь не надо уже будет сутками искать задания с кулаками мобилизации. А теперь как альтернативу можно находить задания, где можно использовать камни эссенции. Так что в целом, я думаю, эта функция очень удобна. И еще раз вам повторюсь, сама механика не изменилась. Разработчики просто разделили соответствующие уровни на определенное количество подэтапов. Вот здесь у нас 5 подэтапов, и здесь 5. Вероятнее всего, в данном случае уровни разделили именно на 5 подэтапов. Но если у кого-то после обновления отображаются другие цифры, я имею в виду в количестве подэтапов, обязательно напишите об этом в комментариях. Так, следующее изменение – это оптимизация в разрезе экспертов. Давайте посмотрим, что здесь поменялось. Как я говорил в начале ролика, сегодня мы рассматриваем только те изменения, которые, на мой взгляд, действительно заслуживают внимания. Все пункты обновления мы с вами уже обсуждали в предыдущем ролике. Касательно экспертов, теперь список экспертов выглядит вот таким образом. Также при открытии нового эксперта во внутреннем городе возле здания эксперта будет появляться уведомление соответствующей иконкой. То есть теперь, если у вас открылся новый эксперт, игра дополнительно сообщит вам об этом. Также разработчики улучшили расположение кнопки «Отменить» для отмены обучения исследования. Да, и вот она у нас появилась с вами, красная кнопка. Вроде бы мелочь, но пользоваться действительно стало понятнее. Также были внесены изменения в навык Рамула «Зов войны», про который мы с вами уже говорили в предыдущем ролике. Так, и следующее изменение – это оптимизация функции VIP. И вот теперь, ребята, мы с вами будем меряться календарями. Я, например, заходил в игру уже 984 дня подряд. Ну, честно сказать, за это время, мне кажется, я бы уже несколько языков мог выучить. Разработчики добавили возможность заморозки серии входов. Для того, чтобы открыть эту функцию, необходимо заходить в игру 14 дней подряд. Так что здесь, возможно, нам стоит посмотреть уже завтра, либо через 14 дней, что у нас изменится в этом меню. Пока что визуально каких-то возможностей здесь не вижу. В любом случае посмотрим и обязательно разберемся. Следующее изменение – это оптимизация острова рассвета. Нам там добавили новое украшение «Свет ночи», а также, как я вам говорил уже ранее, у нас есть отдельное меню ежедневных заданий. И благодаря ему мы можем гораздо удобнее отслеживать выполнение различных задач и, например, забирать сущности жизней, которые забираются с острова рассвета. Касательно украшения, вы мое отношение знаете. Это сугубо визуал, и меня это абсолютно не интересует. Давайте хоть покажу, как оно выглядит. Свет в ночи — это называется опция. Так, теперь давайте перейдем к следующему изменению. Это оптимизация чемпионата Альянса. Разработчики обещали улучшить расчет очков силы, чтобы мы могли увидеть реальную боевую способность наших губернаторов. Если не ошибаюсь, раньше у меня было около 9000 силы, а теперь стало 11 тысяч. Честно говоря, я пока не совсем понял, что именно они изменили в расчете. Какой-то принципиальной разницы визуально я сейчас не заметил. Но здесь уже будем смотреть на практике. Также разработчики навыки питомцев активируют автоматически при отправке отрядов в мероприятии чемпионата Альянса. То есть вручную активировать их больше не нужно. И это на самом деле очень удобно. Особенно в тех ситуациях, когда у нас идет неделя участия в мероприятии «Безумный Джо». Итак, двигаемся дальше. Следующее изменение, о котором мы с вами уже говорили ранее, это оптимизация мероприятия «Воспоминания о грезах». Нам добавили там экспресс-режим. Так, давайте посмотрим на этой неделе. Да, на этой неделе у нас его не будет. Когда государство достигает 5-го сезона, а губернатор проходит 10-й уровень и выше дороги воспоминаний, появляется возможность автоматически переключаться в экспресс-режим. По сути, это что-то наподобие суперочистителя в снегоуборщиках. Для завершения текущей главы нам необходимо будет использовать сушеную рыбу и колокольчики. Но, ребята, я уже говорил, лично я в экспресс-режиме играть не буду. Точнее, не буду заставлять играть в нем жену. Точнее, она сама не захочет. Мы продолжим проходить все вручную. А когда появится следующее событие, я постараюсь снять для вас отдельный ролик и подробно показать, как это все работает, включая донатные возможности. Так что здесь мы еще вернемся к этой теме. Так, а теперь идем дальше. Следующее изменение – это оптимизация найма героев. Мы с вами заходим в соответствующий раздел и смотрим. Как видите, теперь здесь визуально отображаются доступные герои предыдущих поколений. Например, я сейчас нахожусь на 12-м поколении героев, и мне доступны в найме герои 10-го поколения. Когда государство перейдет на 13-е поколение, в найме будут доступны уже герои 11-го поколения. И если, например, у вас 6-е поколение, то будут доступны герои 4-го поколения. По сути, механика для многих игроков уже не новая. Просто теперь это стало намного понятнее визуально. И, честно говоря, это удобно. Думаю, после такого изменения у нас станет гораздо меньше вопросов в чате телеграм-канала в разрезе найма героев. Следующее изменение – это оптимизация лабиринта. Здесь у нас появились новые этапы. При этом новых наград, насколько я вижу, нам пока не добавили. Я про шкалу, которая находится в этом меню. И как разработчики говорили ранее, в сердце Гая не добавили 50 новых этапов.
Также исправили ошибку, из-за которых навыки героев некорректно работали в некоторых этапах земель героев и сердца Гаи. Думаю, тут все понятно нам. Далее идет следующее изменение, на которое хочу обратить внимание. Это оптимизация лавки разноцветного льда. Нам добавили новый режим отображения, благодаря которому губернаторы могут переключаться между вариантами отображения во время прохождения этапов. Это должно помочь легче различать цвета при использовании баночек с вареньем и фруктовых меток. Где же у меня эти баночки? Вот про это событие имеется в виду. Ребята, если в этом событии действительно проводятся какие-то изменения, то, скорее всего, в ближайшие несколько недель мы снова увидим его в игре. А событие, как вы знаете, многим нравится. Единственное, что мне сейчас действительно интересно, какие будут награды. В первый раз мы получили большое количество шестеренок и кристаллов огня. Во второй раз большое количество сундуков с ресурсами для питомцев. Поэтому теперь интересно посмотреть, что разработчики приготовили нам в третий раз. Возможно, появятся какие-то новые категории наград. Тогда мы поймем, что это полноценная сезонная система, где награды меняются от одного запуска события к другому. Но пока просто подождем. Следующее изменение – это оптимизация переноса города. В список государств добавлено отображение государств, которые доступны для переноса в текущей фазе. Ребята, если будет сегодня время, то, как я вам обещал, постараюсь отдельно снять для вас ролик про перенос города. Мы обсудим самые распространенные вопросы в разрезе данного события. После этого видео я хочу заняться еще несколькими роликами. Хочу сегодня примерно снять 3 ролика. Но как получится на практике, пока что не знаю. В любом случае буду стараться. Так что уже хотя бы поставьте лайк, чтобы я понимал, что вам действительно нужен новый контент сегодня, как можно больше. Давайте перейдем еще к одному небольшому изменению, которое у нас произошло в игре. Это 12-часовой щит. Раньше у нас были щиты по 8 часов, 2 часа и 24 часа, и 72 часа. Теперь появился щит на 12 часов. Касательно зевак на СВС мы с вами уже обсуждали. Есть и плюсы появления данного щита, но есть и минусы. Если кому интересно, стоимость данного щита составляет 1800 алмазов. Так, и теперь давайте идем дальше. Это оптимизация магазина алмазов. Там разработчики говорили, какие-то есть визуальные изменения. Но, честно говоря, каких-то серьезных изменений я пока не заметил. Ну, хорошо. Так, ребята, вот в целом и все, что я вам хотел рассказать про данное обновление. И, честно говоря, мне уже и так неудобно перед вами. Я уже 4-й раз рассказываю про одно и то же обновление. Но сегодня хотя бы я мог показать вам все это непосредственно в игре и визуально продемонстрировать основные изменения. Если я вдруг что-то важное пропустил, обязательно напишите об этом в комментариях. А теперь давайте коротко подведем итог. Из действительно важных вещей мы с вами будем ждать послезавтра. Именно тогда, скорее всего, мы сможем полноценно разобраться с системой станции желаний. Помимо этого мы поймем, как работают печати желаний, на что их лучше тратить и какой приоритет у обмена данного ресурса. Также у нас появился с вами ветрогон, за которым мы будем получать дополнительные награды. Также у нас с вами появились новые донатные возможности. Тем самым разработчики мотивируют нас улучшать как минимум 2 героев в разрезе одного поколения. И теперь, я думаю, вопросы касательно стоит ли пропускать всех 3 героев в разрезе одного поколения, думаю, у всех они отпали. Ребят, теперь в каждом поколении необходимо улучшать минимум 2 героев для того, чтобы получать алмазы в немалом количестве. И как бонусом можно за небольшое количество доната в разрезе $10 получать еще бонусные награды. Я, как понимаю, это будет работать в разрезе каждого поколения в игре. И тут идет обратный отчет, 27 дней, честно сказать, я еще не считал, но, ребята, возможно, мы теперь четко будем знать, когда у нас появляется новое поколение в игре. Надо будет сейчас, ребят, в чате телеграм-канала узнать. Если счетчик отличается, то так оно и есть, но, возможно, я могу ошибаться. Касательно изменения, не забываем про новые уровни талисманов и снаряжения губернатора. И в целом, ребята, мне обновление лично понравилось. Кто бы что ни говорил, визуально оно выглядит достаточно неплохо. Но лично я больше всего жду, что именно сможем получать за печати желаний. Если же какая-то более подробная информация появится у меня раньше, сегодня или завтра, я, конечно же, поделюсь с вами в своем телеграм-канале. И, ребята, я знаю, что многие сейчас думают, а что же это за новое событие, зимняя осада? А я уже успел в него поиграть еще месяц назад. Я играл на фермерском альянсе на 4-м сервере. И могу вам сразу сказать, что именно это событие, вероятнее всего, станет следующим роликом, который вы увидите сегодня. Если не получится сегодня, то, возможно, я его сниму завтра. По самому событию могу сказать следующее. Механика здесь достаточно простая. Вам не придется сидеть часами и играть, как в руднике или каньоне. По некоторым моментам оно напоминает чемпионат Альянса, либо Лигу Завета в огне льда. Сегодня постараюсь максимально простыми словами, буквально на пальцах, объяснить вам, как работает это событие и что в нем вообще нужно делать. Как я вам говорил уже ранее, поставьте лайк, чтобы я видел, что эта информация вам действительно нужна, и вы хотите получить ролик как можно быстрее.
Я постараюсь максимально оперативно все для вас сегодня подготовить. Ребята, мы с вами не прощаемся. Надеюсь, сегодня увидимся буквально через пару часов уже в новом ролике. Ну а на сегодня все. Сейчас я пойду выполню все свои ежедневные мероприятия. Еще немного пообщаюсь с вами в телеграм-канале и буду заниматься следующим роликом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до новых встреч.